Англия очень богата на музыкальные коллективы. Вот и прогрессивный рок в лице Wishbone Ash, названный в честь кости птицы-вилочки, используемый в ритуалах различными шаманами и экстрасенсами, не стал исключением. Если я скажу, что Wishbone Ash недооцененная группа, то буду и прав, и не прав. Для специалистов и коллег значимость Wishbone Ash никогда не подвергалась сомнению. Их новаторские для своего времени альбомы, гармоничная смесь хард-рока, фолка, прога и даже арт-рока стали образцом для подражания. Так что со стороны коллег уж точно недооценки не было. Критики хвалили их в начале 70-х как мало кого еще. Был и определенный коммерческий успех, и довольно высокие места в чартах, и одно время даже стадионные концерты. Но все это ни в какое сравнение не идет с успехом британского триумвирата Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath, с которым Wishbone Ash постоянно сравнивали на родине. Триумвират и сейчас безоговорочно царит в умах, а про Wishbone Ash уже почти все забыли. И напрасно. По многим критериям Wishbone Ash не уступает ни одной из групп триумвирата. Профессиональное мастерство инструменталистов никак не ниже, изобретательность в композиционном плане даже повыше, чем у некоторых, умение работать в студии. Wishbone Ash вряд ли кому-то уступали в этом. Они были абсолютными перфекционистами, когда дело касалось записи альбома. Их интересовала только музыка, и никакие внешние атрибуты рок-звезд к ним не вязались. Они были слишком интеллигентны для этого, и время, которое многие их друзья и соперники тратили на публичные скандалы и светские тусовки, Эш предпочитали проводить в студии. Они были слишком музыканты для того, чтобы увешивать себя всем этим звездным конфетти в угоду массовому вкусу. Клоунов из них никак не получалось, возможно, не хватало артистизма, но скорее просто не было желания. Однако также не было в репертуаре группы убойных, легко запоминающихся хитов. Не было впечатляющего сценического шоу и харизматичного фронтмена уровня Планта, Оззи или Гиллана. На фоне блестящего мастерства инструменталистов явно проигрывал не очень яркий по тембру и интонационно бедный вокал. Слабость своего вокала сами участники знали лучше других. Мартин Тернер говорил: «Пятым музыкантом является наш звукооператор. С его помощью со сцены замечательно звучит то, что в чистом виде напоминает предсмертный крик обезглавленной курицы». Эту слабость Wishbone Ash пытались закамуфлировать удобными для певца и в то же время эффектными гармониями, вокальными раскладками на 2 или 3 голоса в духе Юрия Хип, но все же, если в медленных фолк-балладах голос Мартина Тернера был на уровне, то в энергичных хардовых номерах, там где требовалась мощная вокальная атака, недостатки в этом компоненте были очевидны. Родившись 1 октября 1947 года в Торквее, пригороде Лондона, Мартин Тернер увлекся музыкой довольно поздно. Лишь к 14 годам он освоил гитару, и его брат Глен также извлекал какие-то звуки из шестиструнного инструмента. Соперничество между братьями не получилось, так как Мартин неизвестно в силу каких причин переключился на бас. Первая группа появилась в 1963 году и называлась «Торинос». Репертуар их мало чем отличался от сотни других бэндов того времени, кавер-версии известных песен. К 1966 году Торинос превратились в Empty Vessels, и в состав вошел несменный участник вплоть до 90-го года будущих Wishbone Ash Стив Эптон. В 1969 году The Empty Vessels переименовались в Tanglewood, обосновались в Лондоне и начали регулярно выступать в местных клубах. Во время одного из выступлений на группу обратил внимание Майлз Коупленд, который выразил желание стать их менеджером. Как оказалось, свой хлеб даром есть он не собирался, и вскоре Tanglewood отправились колесить по стране, сопровождая составы высшего эшелона британского рока Fleetwood Mac, Led Zeppelin и The Who. Однако Глен не хотел расставаться с семьей надолго и вернулся домой. Так, без 2 минут новые звезды превратились в ритм-секцию на улицах незнакомого мегаполиса. Вместо Глена планировал взять гитариста и клавишника, так как такое сочетание инструменталистов было тогда очень перспективным, но судьба распорядилась иначе. На прослушивание пришли 2 гитариста-виртуоза Энди Пауэлл и Дэвид Аллен Тернер. Итогом прослушивания стало решение взять сразу 2, настолько здорово они звучали вместе.
У всех участников группы чувствовалось влияние разных музыкальных стилей. Энди Пауэлл очень любил соул и ритм-блюз и слушал все от Fairport Convention до The Who. На Теда Тернера большое влияние оказал Би-Би Кинг и другие блюзмены. А ритм-секция тяготела к тому, что затем стали обозначать как прогрессивный рок и одновременно с этим Led Zeppelin. В результате сочетания разнообразных музыкальных элементов и сложилось уникальное звучание Wishbone Ash с парой соло-гитар на переднем плане. Это был их фирменный знак – наличие в составе двух соло-гитаристов. Можно спорить о приоритете на открытие этой музыкальной особенности. За океаном такой прием уже использовали к тому времени Allman Brothers Band, дебютировавшие на пару лет раньше Wishbone Ash. В Англии были Yardbirds с Джеффом Беком и Джимми Пейджем в составе. И вообще два гитариста в группе были обычным делом. Beatles, Stones, Grateful Dead, Steppenwolf и многие другие знаменитые группы имели в своем составе по два гитариста. А некоторые, Birds или Jefferson Airplane, к примеру, даже по три и более. Но в случае с Wishbone Ash речь идет о двух именно соло-гитаристах, равноправных и зачастую играющих соло одновременно. К тому же соло-гитаристах экстра-класса. И в этом Wishbone Ash были первопроходцами все-таки. Yardbirds с Беком и Пейджем просуществовали всего несколько месяцев и не оставили в этом составе практически никаких следов на аудионосителях. Да и Пейдж поначалу играл на бас-гитаре, так что о них в этом случае говорить всерьез не приходится. В Allman Brothers Band хоть и были два соло-гитариста, но ведущая роль в их тандеме уникального Дуэйна Олмана была неоспорима, так что о равноправии тоже речи не идет, а об остальных и вовсе говорить нечего. Там существовало довольно строгое деление по функциям, ритм и соло, так что, пожалуй, правильно будет признать, что Wishbone Ash первыми стали осваивать новый звук – две электрогитары, одновременно играющие соло. Идея носилась в воздухе, она уже созрела к началу 70-х и не могла не реализоваться. Это было время расцвета популярности рок-музыки, и во многом эта популярность была обусловлена появлением гитарных героев – Хендрикса, Таунсенда, Клэптона. Фигура рок-гитариста вышла на первый план и становилась культовой. Тысячи подростков бредили гитарой, новые гитарные звезды зажигались на рок-небосклоне чуть ли не каждую неделю. Огромное количество начинающих музыкантов откликалось на любое объявление в газете о поиске гитариста для рок-группы. И рано или поздно такое изобилие персонажей на рынке гитаристов должно было привести к появлению нового музыкального приема. Надо было только сообразить и решиться на эксперимент. Вот Wishbone Ash и решились. Ну а Коупленд безрезультатно уговаривал своих подопечных сменить название, но так как ничего, по их мнению, подходящего подобрать не удалось, название до поры времени осталось прежним. Майлз продолжал подыскивать музыкантам интересные концертные вакансии, и в скором времени им предстояло выступать в Sensley Dunbar Retaliation. Так что новое название было просто необходимо, чтобы наконец-то заявить о себе. Вот как выбирали название. Нам хотелось, чтобы имя не привязывало группу к какому-то одному жанру. Майлз предложил множество вариантов от Third World War до Jesus Duck. В конце концов остался список из 2 десятков названий. На одном из них нам понравилось слово Wishbone, а с другого решили взять Ash. Нам показалось, что комбинация звучит интригующе. Поясню. Wishbone – это косточка из птичьей грудки, которую, согласно поверью, надо разорвать между двумя людьми, и тот, кому достанется большая часть, загадывает желание. Эш, естественно, зола. Пепел, останки, прах и тому подобное. В итоге получаем птичьи останки, но по смыслу скорее пепел несбывшихся желаний. Первое выступление новой группы состоялось в ноябре 1969 года. Эту дату, по сути дела, и следует считать началом истории Wishbone Ash. Таким образом, к концу 1969 года сложился фирменный состав, очень необычный для своего времени. Где клавишник, где лид-вокалист? Более того, даже внутри квартета разделение труда никак не вписывалось в принятые в те годы рамки. Оба гитариста никогда не разделялись на лид и ритм, оба на вокале. Мартин басит и также поет, но на самом деле все было не так специфично. Партии гитар были поделены следующим образом. Ну, я придумал эту мелодию, вот и отрываться на ней буду я. А с вокалом история еще интереснее. Энди вообще не спел ни одной песни на ранних альбомах, но на пару с кем-то нет проблем.
Интересно одно его замечание по этому поводу. Blind Eye вышел синглом, когда мы отправились в турне. Это было ужасно. Слышать свой голос со стороны. После этого я всегда старался сделать так, чтобы пел кто-то другой. Другим стал Мартин. Как певец, возможно, не обладающий чересчур сильным или красивым голосом, но он вкладывал в душу в каждую спетую им композицию. К тому же тексты, как правило, выходили из-под пера Марта. Активные выступления – это уже половина успеха, но без контракта на запись альбома долго продержаться практически невозможно. И тут музыкантам помог случай. Они должны были открывать концерты Deep Purple. После нашего выступления Энди немного задержался на сцене, и туда вышел Ричи Блэкмор. Они начали играть, но выглядело это как общение посредством гитар. Длилось это минут 5. Затем Ричи внезапно остановился и ушел со сцены. После этого он ни с кем из нас не разговаривал. Все мы, конечно, подумали, что он обиделся на Энди, а заодно и на нас. Через несколько дней мы подписали контракт на запись нашего первого альбома, и позже мы узнали, что контракт нам достался во многом благодаря Ричи, вспоминает Мартин Тернер. Ричи был так впечатлен мастерством Энди, что порекомендовал группу продюсеру Дереку Лоуренсу, обеспечившему Wishbone Ash контракт с MCA Records. Дебютный альбом под названием Wishbone Ash вышел в 70-м. На развороте как с внешней, так и с внутренней стороны нарисована та самая птичья косточка, в честь которой была названа группа. Музыканты постарались на славу и записали отличный хард-блюз-роковый материал с бешеной энергетикой, великолепными импровизациями и прекрасной работой всех без исключения участников команды. Продюсировал эти записи Дерек Лоуренс, а звукоинженером был Мартин Берч, ставший в ближайшем будущем известным продюсером, записавшим массу эпохальных альбомов с Black Sabbath, Fleetwood Mac, Deep Purple, Iron Maiden, White Snake. На мой взгляд, список впечатляет. Имея в своем активе впечатляющую дебютную пластинку, Wishbone Ash уже приближались к статусу звезд и отправились обкатывать материал на концертах. В начале 1971 года они впервые выбрались в Америку, где выступали вместе The Who. Из этой поездки Энди Пауэлл привез новую гитару Gibson Flying 5, став одним из первых англичан, игравших на таком инструменте. Весной Wishbone Ash закончили работу над вторым альбомом, названным Pilgrimage. Он вышел в свет в сентябре того же года. Казалось бы, что на фоне такого впечатляющего дебюта будет тяжело выпустить что-нибудь столь же грандиозное, но нашим героям это удалось. Музыканты создали подлинный шедевр, ставший, по мнению многих, лучшей работой группы за все время ее существования. По большей части инструментальный альбом, тем не менее, слушается легко и непринужденно, в отличие от многих своих инструментальных собратьев. Хороши и песни в прямом смысле этого слова, ритм-блюзовая Jailbait с ее гитарной перекличкой в центральной части и великолепная лирическая Valediction. Закрывает альбом Where Were You Tomorrow, 10-минутный концертный джем. В следующем, 1972 году, выходит альбом Argus. По мнению музыкальных критиков, он был признан лучшим альбомом всего 1972 года. Несмотря на стилистическую разноплановость песен, все они объединены единой концепцией. Средневековый колорит, основанный на британской истории и фольклорных мотивах. Тема войны и рыцарства сквозная для всего альбома. Альбом не задумывался изначально как концептуальное произведение, рассказывал позже Энди Пауэлл. Концепция выработалась уже в процессе работы над ним. Схожая тематика текстов побудила нас к написанию соответствующей музыки. Отсюда и создалось ощущение некой концептуальности, которая не была умышленной. Аргус своего рода квинтэссенция всего лучшего, что было наработано рок-музыкой к началу 70-х. Альбом знаковый и итоговый для рока того времени, одновременно открывавший новые музыкальные горизонты, стоящие в этом смысле рядом с In the Court of the Crimson King или Dark Side of the Moon. Список можете продолжить сами в комментариях. Argus, возможно, не лучший среди них, но один из первых по времени выхода и место в ряду занимает по праву.
Find myself beside a stream of empty thought, like a leaf that's fallen to the ground. В это же время на музыкантов навалились проблемы немузыкального характера. В Америке неизвестные злоумышленники похитили часть оборудования группы, вдобавок Мартину Тернеру пришлось перенести операцию по удалению аппендикса, и я не знаю, чем еще можно объяснить тот факт, что следующий альбом не просто не похож на своих предшественников, он им в подметке не годился. Wishbone 4 появился в продаже 11 мая 1973 года и был разгромлен критиками, такого от них явно не ожидали. Но справедливости ради стоит отметить такие песни, как So Many Things to Say и Rock'n'Roll Widow. Ну а оставшуюся часть года группа успешно гастролировала, но уже в качестве хедлайнера. В декабре появляется альбом Live Dates, включивший в себя лучшие концертные номера группы, и вот он уже продавался просто великолепно, и вскоре стал самым коммерческим успешным альбомом в истории группы, опередив даже Argus, который на тот момент был продан в количестве 1 миллиона копий. С 1974 год принес группе первые серьезные проблемы. Тед Тернер увлекся неким эзотерико-мистическим учением и, не поставив в известность остальных коллег по команде, отправился в Южную Америку на поиски некоего города Му. Путешествие затянулось, и Тед на долгое время практически бесследно исчез. Тернера заменил гитарист из группы Home Лаури Уайсфилд, с которым музыканты записали свой следующий альбом There Is The Rub. Очень неоднозначный альбом, сильный, но вне контекста творчества группы. От фолковой Persephone до хардового номера Don't Come Back. К 1975 году серьезно обострилась проблема с налоговым бременем, лежавшим на плечах музыкантов, и Wishbone Ash приняли решение покинуть Англию и поселиться в местах, где налоги взимаются более милосердно. В качестве пристанища они выбрали Америку. Постепенно стали поступать предложения от местных менеджеров, и в итоге Wishbone Ash расстались с Майлзом Коуплендом. В дальнейшем звучание группы все больше и больше стало склоняться в сторону формата мейнстримовских американских радиостанций, и немного потерялась былая динамика, но мелодичные ходы по-прежнему не вызывали нареканий. Тенденция продолжилась на следующем альбоме Locked In. Альбом был признан неудачным, и публика восприняла его весьма прохладно, так что и турне в его поддержку получилось далеко не самым успешным, однако так было не везде. Японский тур показал, что в стране восходящего солнца народ вполне доволен материалом, а сама пластинка обосновалась на высоких местах в местных хит-парадах. Подстегнутые неудачей предыдущей пластинки, Wishbone Ash срочно начали работу над следующим альбомом New England, который вышел в том же 1976 году. Музыканты проехались с туром по Англии и Европе и впервые забрались за железный занавес, посетив социалистическую Югославию, где выступили с большим успехом. Следующий альбом Front Page News вышел в 1977-м, и ему по-прежнему не хватало былой стремительности и динамики времен Argus. Но пластинка получилась отменной к радости промоутеров с MCA Records, которые, несмотря на волну панка, по-прежнему делали ставку на классический рок в исполнении Wishbone Ash. Новый альбом No Smoke Without Fire несколько неожиданно получился гораздо ближе к записям образца 1972 года, чем его последние несколько предшественников. Тому было несколько причин. Во-первых, возвращение в Англию добавило нашим героям новой созидательной энергии. Во-вторых, на этой пластинке гораздо активнее, чем раньше, проявился Лаури Уайсфилд, авторству которого принадлежит 6 из 8 треков альбома. Ну и, наконец, продюсировал эти записи Дерек Лоуренс, записавший в свое время с группой ее классические альбомы. После привычных британских выступлений Wishbone Ash в третий раз посетили Японию, где спрос на них по-прежнему оставался высоким. Специально для местных фанов был выпущен концертный альбом Live in Tokyo, который продавался только в Японии.
Весь следующий год был посвящен работе над очередным альбомом. Правда, для начала музыканты записали пробный сингл под псевдонимом Terry Tonic и выпустили его ограниченным тиражом всего в 2000 экземпляров. Окончательный результат появился только в 80-м году в виде нового альбома Just Testing. Слабо эту пластинку назвать трудно, но идеи, воскрешенные на предыдущем диске, развития не получили, а группа вернулась скорее к звучанию образца Front Page News. В это же время с группой работала соло-певица Клэйр Хэмилл, отметившаяся на ближайших 2 альбомах. Также некоторые песни с партиями ведущего вокала в ее исполнении позднее увидели свет на различных сборниках. У руля опять стоял Мартин, лидерство которого уже порядком поднадоело остальным участникам. Дошло все до того, что, будучи в гостях дома у Марта, остальные участники предложили ему уйти или стать просто басистом, пригласив на вокал кого-то нового. Тернер слегка повздорил с ребятами, так дорога в группу для него закрылась. Далее начинается самая скучная глава из истории группы. Наступили 80-е, а вместе с ними встал период нестабильности состава, начавшийся с ухода Тернера. Вишбан превратились, на мой взгляд, в обычную хардовую команду. Поначалу ее посещали звезды, как-то Джон Уэттон на одном из альбомов, но звук был далек от той планки, которую установили сами себе музыканты. А положение обострилось еще больше, когда MCA приняли решение отказаться от дальнейшей работы с Wishbone Ash. И тем не менее, группа продолжила дальнейшую работу. И помог ей в этом новый бас-гитарист Тревор Болдер, бывший незадолго до этого преемником Джона Уэттона в Uriah Heep. А еще раньше он выступал с Дэвидом Боуи и группой Spiders from Mars. С ним группа отправилась в ставший привычный в подобной ситуации британский тур. В это же время Клэйр Хэмилл стала все чаще выступать с группой, став на концертах практически ее 5-й участницей. Даже выпущенный вскоре сингл с песней Get Ready содержал вариант этой песни, записанной с ней. Хотя надолго Клэйр не хватило, и музыканты продолжили выступать в своем привычном составе. Отыграв свой британский тур в составе Wishbone Ash, Тревор Болдер принял решение вернуться в Uriah Heep, тем более, что наметилось серьезное возрождение этой группы, и он не мог остаться в стороне. Работа над следующим альбомом Roll to the Bone началась в первых месяцах 1984 года и затянулась до мая 1985, когда он был издан на немецкой фирме Metronome, а в родной Англии его уже переиздавали, причем с некоторым отставанием. Wishbone Ash отыграли довольно-таки скромный тур по английским клубам, но зато выступили на нескольких достаточно представительных фестивалях в Европе. Последствия не заставили себя долго ждать. Лаури Уайсфилд начал постепенно ощущать некоторый дискомфорт в родном коллективе и подумал об уходе на сольные хлеба. Первым тревожным знаком стало его отсутствие на швейцарских концертах, когда вместо него выступал гитарист группы Сьюзи Кватро Джемми Кромптон. Лаури все же вернулся, и группа отыграла турне с ним, но на этом его более чем 10-летнее пребывание в Wishbone Ash подошло к концу. В своих дальнейших поисках места под солнцем Уайсфилд бросался в самые неожиданные крайности. Сначала он попробовал себя в роли гитариста в Duran Duran, но с этим что-то не заладилось, и он вошел в концертный состав Тины Тернер. Пришло время вспомнить о Майлзе Коупленде, который вновь вернулся в это повествование. После расставания с Wishbone Ash он далеко не бедствовал, достаточно сказать, что он занимался делами Police, и этим все было сказано. Кроме того, к этому времени он был уже состоявшимся бизнесменом, и ему принадлежал лейбл IRS Records. Он задумал серию экспериментальных дисков и искал для этого какую-нибудь именитую группу. Ему удалось привлечь к этому Ash, причем в их оригинальном составе, и они записали 2 альбома. Гастроли 1988 года были чрезвычайно успешны. Впервые после 70-х группа играла перед большими аудиториями, а в 1987 году с концертами посетила СССР, отыграв концерт в Ленинграде. Реюнион группы продлился всего 3 года, и в 90-м из группы и из музыкального бизнеса вообще неожиданно уходит Стив Эптон, а в 91-м и Мартин Тернер. В результате из классического состава остается только гитарист Энди Пауэлл, и вскоре он решает полностью обновить состав. В последующие годы в дискографии группы появилось несколько совсем коммерческих альбомов. Так, 98 год стал неприятным сюрпризом для многих поклонников группы.
музыканты выпустили 2 альбома, выдержанных в стилистике электронного технотранса. Эксперимент, безусловно, смелый, но и в то же время не совсем логичный. Поклонники Wishbone Ash старой закалки не приняли подобные эксперименты, а молодежь, слушающая новомодные навороты, вряд ли догадывается о существовании группы Wishbone Ash. Получается замкнутый круг. К счастью, уже в 1999 году музыканты вернулись к своему привычному звучанию, записав акустический альбом Bare Bones. Обновленные Wishbone Ash окончательно вышли из полосы кризиса, когда записали свой очередной диск Bona Fide. Затем последовал ряд архивных и концертных релизов, в том числе выпущенный в 2004 году на DVD и CD концертный альбом Almighty Blues. Нужно отметить еще один интересный релиз – сборник Lost Pearls. На этом диске собраны записи группы, сделанные по большей части в 1978 и 1979 годах, но по разным причинам не попавшие в номерные альбомы No Smoke Without Fire и Just Testing. И вот, благодаря стараниям Энди Пауэлла и Мартина Тернера, он лично занимался сведением, эти записи увидели свет. На подготовку альбома ушло около 2 лет, было обработано бесчисленное количество архивного материала, и в результате на суд зрителей представлено 12 треков. Непонятно только, почему эти песни не были изданы тогда в конце 70-х, ведь материал подобрался отменный, местами даже лучше того, что попал на пластинки. Последний на данный момент альбом Coat of Arms легендарные хардрокеры записали в 2020 году, и, похоже, вдохновение их снова не покинуло, так как пластинку хорошо приняли как поклонники группы, так и критики. Wishbone Ash подобно легендарной птице Феникс, которой посвящена одна из песен с их дебютного альбома. Команда продержалась на сцене вот уже более 50 лет, пережив массу изменений состава, реюнионов и новых изменений состава. Им удалось успешно пережить различные музыкальные революции, панк, новую волну и все трудности 90-х, при этом практически сохранив свой неповторимый дух и звучание. К счастью, Wishbone Ash остаются живым, действующим коллективом, способным преподнести своим поклонникам еще массу приятных сюрпризов.